Всем привет! Это история жизни одной немки, Марты Самуиловны Ульбрихт. Конечно, речь пойдет не только о ней, но и о ее предках, о ее муже Николае Лесе Адольфовиче Вайс, его предках, а также о близких им людях. И если вы не готовы к правде и искренности, это видео не для вас. В других видео мы рассказываем о подготовке документов поздних переселенцев, о переезде в Германию, про адаптацию нашей семьи в Германии, а также подкаст «Что не скажут во Фридланде» или «Германия. Ожидание и реальность». Ссылки можно найти в описании к этому видео. Эту историю рассказывают прямые потомки, документы, а также сама Марта Ульбрихт. Моя прабабушка. Моя бабушка. Моя бабушка. Моя прабабушка. Моя бабушка. Моя бабушка. Я дочь Ульбрихт Марты Самуил. А я ее праправнучка. И я правнучка. Приглашаем в путешествие во времени по истории нашей семьи. Отцом Ульбрихт Марты был Ульбрихт Самуил Готлибович. Он родился в 1887 году в Волынской губернии Дубенского уезда, село Рудка. Сейчас это Ровенская область, Владимирский Дмитровский район. Он был лютеранином, неграмотным и беспартийным. Сведения о его семье мы надеемся расширить по данным переписи населения. О матери Марты, Вайс Гульде Августовне, известно, что родилась она в 1895 году, предположительно 6 декабря. Была крещена в лютеранской кирхе города Житомир. У нее было как минимум две сестры – Мария Шмидтке и Ольга Арендт. Ограничение прав немцев в Волынской губернии и обещание, что в Московской области есть хорошие плодородные земли, привели к переселению некоторых немцев в Московскую область, в том числе и наших. По приезду туда оказалось, что их условия не улучшаются, только ухудшились, а земли здесь значительно хуже. Более подробно об истории и судьбе немцев на территории царской России, а также СССР, посмотрите в нашем видео. Ссылка в описании, а также будет ссылка в конце видео прямо сейчас, вот здесь. А теперь послушаем саму Марту Ульбрихт. 4 братья папины поехали в Германию. Ага. Вот этот Вальтер Ульбрихт, это мой родной дядя был. А мамины братья, Ага. они в Америке поехали. Она тоже поехала. И доехала до воды и вернулась. Завояла. Потом ее братья доллары присылали. В Москве был магазин, который принимали эти доллары. Так, а сколько? 4 братьев ее туда уехало, да? Да, они 16-го года уехали. По словам Марты, Ульбрихт Вальтер является ее родным дядей, то есть родным братом Ульбрихт Самуила Готлибовича. Ошибка фамилии является распространенным явлением в роду и в те времена, а отсутствие сведений о переезде из Российской империи и СССР объясняется политическими причинами, так как раньше все было засекречено. Но убедительных доказательств того, что это правда, мы не нашли. И не нашли убедительных опровержений. Хотя и есть непроверенная версия, что его отца зовут не Готлиб, но он все же мог быть двоюродным дядей. Или эти сведения недостоверны. Так что вопрос остается открытым. Если у вас есть данные о родственниках Вальтера Ульбрихта, напишите в комментариях. Возможно, один из братьев Гульды остался. Это Вайс Эмиль Августович, который был расстрелян в 1938 году. Дети вот это вот, папа мой, там братья, а вот отец ихний дом построил большой в Подмосковье, где я родилась. Такой красивый дом, какой большой дом. Дом 20 метров. И чердак, и машины всякие были. А в Германии в деревнях такие дома стоят. Здоровущие просто. У Марты Ульбрихт было 3 старших братьев и сестра.
Райнгольд, по-русски это Григорий, 1917 года рождения. Эрих, это Андрей, 1921, возможно, 1924 года рождения. Ильдигард, это Ира, 18 августа 1926 года рождения. Вальдемар, Владимир, июль 1928 года. Сама Марта родилась 17 декабря 30 года в Московской области, Серпуховской район, село Високиничи. Крещена в лютеранской церкви 29 декабря того же года. У родителей был самый большой и красивый деревянный сруб в хуторе Бахреевский Високинического района Московской области. У нас и картошка, и огород около дома был загорожен. Огород. И я щипала трава в огороде. Ага. Вот она уйдет, мама за фирмой работала. А я беру чашку такую, литров 4. Пошла я ягоды собирать. Мы жили около леса, но ягод там было ужас. Там еще была бабушка Оля. А еще Потом еще была тетя Линда. Линда. Они как раз вот этот Адольф Арнт Ага, напротив нас жили. ага. Вот это его мать была. Родная сестра бабушки Гульды. Было, это тоже давно было. Это бабушка умерла еще в 20-х годах. Ну, это давно, да. Родилась Ира, моя сестра. Ага. Ей было 9 месяцев. И она умерла. А тетя Ира какого года была? 26-го. В доме проводили лютеранские службы, так как он был самый большой и красивый в этом хуторе. И не было ни церкви, ни специальных помещений для служб. Возможно, эти сборы и послужили поводом для ложных обвинений. 30 марта 1931 года арестовали отца Марты Ульбрихт, Ульбрихт Самуила Готлибовича. Осужден тройкой при ПП ОГПУ-МС. Секретный политический отдел полномочного представительства Объединенного государственного политического управления при Совете народных комиссаров СССР. За контрреволюционную агитацию приговорен к 5 годам лишения свободы с заменой на высылку в Казахстан. Был реабилитирован 3 июня 1989 года прокуратурой Калужской области. Он вернулся домой в 1935 году и предложил жене уехать вслед за братьями, потому что был убежден, что просто так их в покое не оставят. Но Гульда была против. Бросать налаженный быт, дом, хозяйство и сад. И ехать с множеством детей неясно куда. 1 мая 1936 года родился младший брат Марты, Отто. На всякий случай, для того, чтобы проблемы с властями не затронули Гульду и детей, они официально развелись, и Гульда носила девичью фамилию Вайс. 29 ноября 1937 года Ульбрихта Самуила Готлибовича повторно арестовали и увезли, не сказав куда. На момент ареста он временно не работал по инвалидности, потому что в 1935 году Самуил ремонтировал крышу и с нее упал и повредил ногу. Марта не сразу пошла в школу, так как, несмотря на наем работников для хозяйства, нужно было с кем-то оставлять маленького братика Отто. Марта пошла в школу 8 лет, на 2 года позже сверстников. Школа была в 3 километрах в селе Дурово. Она успела отучиться 2 класса и пошла в 3. 13 сентября 1941 года приехали и забрали Вайс, Гульду Августовну, и не сказали куда. 15 сентября 1941 года всех детей забрали. Младших распределили по детдомам с клеймом «Дети врага народа». Впоследствии дом был разобран и перевезен в другой населенный пункт, и там построили клуб. Ульбрихт Гильда Самойловна, Ирма, Ира, Ильдигард, Гильдегард Самуиловна, 1926 года рождения. Уроженка Калужской области, была выселена по национальному признаку немка по постановлению Совета народных комиссаров СССР
и Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков от 12 сентября 1941 года из Калужской области. 16 июня 1953 года прибыла на спецпоселение в Кызыл-Ордынскую область из исправительно-трудового лагеря Кемеровской области. Снята с учета спецпоселения 16 декабря 1955 года на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1955 года. Совместно с ней на спецпоселении проживали мать Вайс Гильда, правильно Гульда Августовна, 1897 года рождения, брат Ульбрихт Владимир Самойлович, 1930 года рождения, правильно Самуилович, 1928 года рождения, сестра Ульбрихт Марта Самойловна, 1933 года рождения, правильно Самуиловна, 1930 года рождения. От 7-1996 года Государственный следственный комитет Республики Казахстан, Главный центр криминальной информации. Ульбрихт Марта Самойловна, 1932 года рождения, уроженка Высокичинского района Московской области с 1941 года по сентябрь 1948 года, из августа 1949 года по 1956 год проживала в Казалинском районе Кызыл-Ордынской области Казахской ССР в связи с нахождением родителей на спецпоселении. 29.01.1992 УВД Кызыл-Ордынской области. Оба документа не соответствуют действительности не только в точности имен и годов рождения, но также и в том, где находилась Ульбрихт Марта 13 октября 1941 года. Марту погрузили в грузовой вагон, так как детдом на станции Казалинск был переполнен, ее переправили в детдом номер 3 на станции Чили Кызыл-Ордынской области, Казахстан, где она была до 17 лет. В 1941 году приближался фронт Второй мировой войны и эвакуировали детский дом с младшим братом Отто на телегах, запряженных быками. Сделали привал возле озера. Взрослые напоили быков, поели с детьми, попили воду и напоили детей из озера, мимо которого проезжали. Все они погибли. Быки, взрослые и все дети, так как вода в озере была отравлена. Отто было 5 лет, самому младшему ребенку было 4 года. Все были захоронены в общей могиле. Один из братьев Марты, Эрих Андрей Самуилович Ульбрихт, который был одним из самых высоких из мужчин в роду, 2 метра 17 сантиметров, в августе 1943 года был мобилизован Казалинским РВК, был направлен в Кыштым, освобожден 20 апреля 1947 года. По линии Ульбрихт. Возможно, у Самуила Готлибовича был брат Ульбрихт Юлис Готлибович, о котором ничего не известно. Возможно, уехал в Германию. И его дети Ульбрихт Петрович, Валентина Юлисовна, 16 лет репрессирована по национальному признаку, репатриирована из Восточной Пруссии, 10 лет спецпоселения, реабилитирована. И Ульбрихт Александр Юлисович, в 22 года осужден на 25 лет исправительно-трудового лагеря, реабилитирован. Также Пельц Ульбрихт Розалия Августовна осуждена на 10 лет исправительно-трудового лагеря, реабилитирована. Была явно родственницей Ульбрихта Самуила Готлибовича. До 16 лет Марта ничего не знала. Живы ли ее родители, где они? О них не было никакой информации. Предыдущие документы появились гораздо позже. В детдоме особо ничему не учили.
потому что дочери врага народа учиться не по статусу. Да и остальные использовали поля газет вместо тетрадей. В детдоме было голодно, она сдружилась с бабулечкой, которая недалеко жила и помогала ей по хозяйству, а та делилась с ней едой. Еще там машина стояла. Ну, как бы ты ни играл, как бы ни делал, платье порвешь. Не будешь сидеть, а бегать, скакать, и все это. И я дырку сделал, я ее залатаю. А сзади еще стоит, а ты мне тоже. А я говорю, что ты не умеешь шить? Ну, не умею. Матушка, шей, пожалуйста. Но я же все могла делать. Мы жили в такое время, что, как говорится, нужно было все уметь. Потому что готовые не продавали. В 1946 году Марта впервые получила известие о своей семье. Она получила письмо от своей сестры Иры Ильдигард с фото матери и новостью, что она живет при комендатуре на поселении в городе Казалинск. Еще пробыв какое-то время в детдоме, Марта сбежала из детдома и стала искать мать. По пути в Казалинск Марте нужно было преодолеть большие расстояния. А денег не было, и она в последний момент перед отправкой прыгнула на поезд, а милиционер схватил ее за ногу, хотел ее с поезда сдернуть. Но она смогла отбиваться второй ногой. Путь она преодолевала, кроме поезда, на телегах, много пешком, прося милостыню или работая за еду. Преодолев множество препятствий и трудностей в пути, Марта все-таки нашла мать в городе Казалинск. Но мать, работая уборщицей в библиотеке, была на пайке и в условиях послевоенного голода не могла покормить дочь. Марта бралась за разную работу. Одно время нянчила детей. Марта нашла своих уже женатых братьев, которые пасли скот, овец, быков в степи. Она нанялась компаньонкой для хозяйки в семью, где она всем понравилась, а в особенности сыну хозяев. Его симпатия была взаимна, и чувства крепли и думали над тем, чтобы пожениться, но в один непрекрасный день Марту на глазах этой семьи арестовали за перемещение без паспорта, которого у нее, конечно же, не было. После освобождения обратно Марта так и не смогла вернуться. Это ужасно. 18.10.52 года Марта вышла замуж по настоятельному требованию матери. Мужем стал Вайс Элиас Адольфович, замечательный дедушка. Смотрите продолжение истории одной немки у нас на канале, в котором уже будет меньше документов, но больше рассказа, а также будет видео с нашим генеалогическим древом. Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить. Если вы слышали упомянутые в видео фамилии, пошлите ссылку на видео их обладателям. Если вы считаете, что мы можем быть родственниками, заполните форму по ссылке в описании или пришлите письмо на e-mail или в Telegram. Мы обязательно ответим на каждое обращение. Знаете ли вы еще подобные видео по истории рода немцев? Исследовали ли вы историю своей семьи? Поделитесь своей историей в комментариях или оставьте ссылку на ваше подобное видео. Пока-пока.